Друзья, всем привет! Приветствую вас на нашем канале. В этой части заканчиваю каркас кровати. Сделаю посадочные места под ламели и врежу центральную балку. Вместо стандартной планки, которую крепят к царгам и на которую кладут ламели, я предпочел сделать пазы в самих царгах. Так ламели не соскакивают и не сдвигаются. Нет нужды их скреплять лентами. Конструкция проще и надежнее. Использую фрезу диаметром 8 мм. Боковой параллельный упор на фрезере расширил с помощью кусочка ламината. За два прохода делаю пазы. А третьим проходом их подчищаю, чтобы ламели спокойно в них помещались. Теперь насухо собираю изголовья и изножья, чтобы вырезать паз под центральную балку. Чтобы не промять дерево под стяжкой, подкладываю прокладку фанера плюс жесткий пенополистирол. Это ЭППС для ламината. Сначала вырезаю глубокую часть паза под саму балку. Глубина 10 мм. Потом сдвигаю шаблон на 40 мм вверх. Поднимаю фрезу и вырезаю выемку под крепежный уголок глубиной 3 мм.
То же самое делаю на изножьях и на двуспальной версии кровати. Трубных струбцин в арсенале нет. Заменил их доской с 2 брусками. Вполне адекватная замена, пока не накоплю на апгрейд. Теперь центральную балку торцую в чистый размер. С обоих концов балки нужно сделать отверстие под 10 мм шпильку и паз, чтобы ключом навернуть на нее гайку. Сделать выемку, чтобы утопить верхний крепежный уголок.
Рисунок стандартной вагонки в спинке кровати мне не очень, поэтому дорабатываю набор обрезков до варианта, называемого штиль. Срезаю часть шипа и снизу утоньшаю его, чтобы он свободно входил в паз. Для каждой спинки собираю свою карту и боковые дощечки симметрично обрезаю, чтобы карта смотрелась гармонично. Отделка и сборка будут в следующих роликах. А любителям путешествовать добро пожаловать на наш проект unitytravel.ru. Спасибо за внимание.